Ночь была прозрачной и холодной. Дальний свет машин разрезал темноту длинными жесткими лучами, отражаясь от мокрого асфальта. Автомагистраль, обычно оживленная в дневные часы, теперь казалась огромной, безжалостной рекой из металла и звука. На обочине, в узкой полосе безопасности, прижатая к отбойнику, сидела огромная немецкая овчарка. Рядом с ней, прижавшись к маме телом и дрожа всем маленьким существом, был щенок, еще мокрый от дождя, измученный и холодный. Сергей ехал в своей служебной машине дорожной службы, уставший после длинной смены, но настороженный. Такие ночи часто приносили неожиданные вызовы. Он заметил силуэты у ограждения, притормозил и включил аварийку. Свернув на обочину, он включил фонари и вышел, поворачивая голову, чтобы понять, что именно видит. Мать-овчарка была прикована к отбойнику не только телом, но и ветреной тьмой вокруг. Кто-то привязал ей веревку к глазам, вероятно, чтобы не дать уйти, а, возможно, намеренно лишить ее ориентации. Глаза, которые раньше, должно быть, были зоркими и внимательными, сейчас были закрыты узлом тряпки и грязи. Щенок, еще совсем крошка, тяжело дышал, дыхание было быстрым, поверхностным, словно у человека в шоке. Они выглядели выброшенными, забытыми среди шума и потока автомобилей. Сергей осторожно приблизился, замечая, как собака сжалась, пытаясь стать меньше, как будто надеясь слиться с асфальтом. Он замедлил шаг, снял перчатки, потому что слышал от опытных людей, что в голых руках животные чаще чувствуют добро и искренность. Медленно, без резких движений, он протянул ладонь. Сначала мать-овчарка судорожно вздрогнула и отпрянула. Но в голосе Сергея не было угрозы. Он говорил тихо, почти шепотом, рассказывая что-то, чего собака не могла понять умом, но почувствовать сердцем, что он не причинит вреда. Ее дыхание стало чуть ровнее. Щенок прижался к матери, и в этот момент, как будто по команде, вся ее напряженность незначительно спала. Лена стояла у края проезжей части, держа в руках оранжевый флажок и фонарь. Она работала вместе с Сергеем, перекрывая движение на коротком участке, чтобы создать безопасное пространство для спасательной операции. Ветер бил в лица, принося запах машин и мокрой земли, но Лена не поддавалась панике. Она мягко регулировала поток машин, крича в рацию и указывая водителям остановиться или объехать. Сергей прикрыл глаза рукой, прежде чем немного расстегнуть узел, чтобы позволить собаке почувствовать воздух. Он аккуратно снял перчатку, зная, что запах человеческой кожи может быть более успокаивающим. Он снова протянул руку, и на этот раз мать-овчарка понюхала его ладонь, ее уши чуть отвисли, а хвост сделал медленное, почти неуловимое движение. Доверие приходило не сразу, но оно появлялось. Лена перекрыла одну полосу движения, остановив поток машин, и подошла ближе с термоковром и термокапюшоном, чтобы защитить животных от ветра. Она вытащила из сумки теплую пленку и мягко накинула ее на плечи овчарки, заботясь, чтобы не напугать. Ветер чуть успокоился вокруг них благодаря барьеру из машин, и маленький мир вокруг отбойника стал немного безопаснее. Мать-овчарка оставалась настороженной, но не собиралась убегать. Ее глаза, когда Сергей аккуратно отодвинул тряпку с одной стороны, выглянули из-под грязного бинта, мутные, уставшие, с тонкой линией боли и страха. Она не видела, что вокруг, но чувствовала присутствие людей, голос, тепло рук, запахи. Сергей заметил усталость в ее позе. Она была словно переломлена, словно та, кто вынужден охранять свое единственное дитя в мире, который внезапно стал враждебным. Сергей взялся за конец веревки, что держала глаза овчарки скованными, и медленно развязал ее. Веревка была туго намотана, шершавый узел врезался в шерсть, оставляя след.
Когда он снял тряпку, собака моргнула, как будто пробуждаясь ото сна. Свет фар осветил ее глаза, и она сделала неуверенное движение, словно пробуя новую реальность. Лена пододвинула термоковер поближе, укрыв животных от холодного ветра. Она поставила рядом пластиковую коробку и одеяло, чтобы щенок мог согреться. Сергей заметил в глазах собаки что-то еще, не только усталость, но и решительность. Она была матерью и знала, что делать. Ее тело, хоть и измученное, все еще было готово к защите. Это подсознание, интуитивная сила материнства, заставляло ее не отпускать щенка. Щенок лежал бедный и худой, его дыхание было быстрым, поверхностным. Он казался слишком малым для такой холодной ночи. Лена осторожно коснулась его носика. Он был теплый, но слишком быстрый в дыхании. Она посмотрела на Сергея и предложила отвезти животных в ближайшую ветклинику. Сергей слышал в ее голосе тревогу и понимал, что нужно действовать быстро. Но перед тем, как принимать какие-то жесткие решения, он посмотрел на мать. Взгляд ее был направлен на него и на щенка одновременно. Она понимала, что что-то происходит, но, как обычно, решающее слово было за ней. Сергей знал, он может предложить помощь, может показать путь, но решение принять должна мать. Ее инстинкты – это то, что будет вести их дальше. Сергей тихо заговорил с овчаркой, предложив тепло и безопасность своего автомобиля. Он открыл заднюю дверь своей служебной машины и осторожно расстелил туда термоковер. Потом он аккуратно взял щенка, чувствуя, как тот дрожит в его руках, как маленькая пульсирующая крошка жизни. Мать сделала шаг вперед, окружая их своим телом, словно щитом. Она не отступала. В ее поведении было что-то благородное и древнее. Она словно давала согласие: «Следуй за мной, мы доверяем этим людям, но держи руку на пульсе». Сергей поставил щенка в теплое пространство машины, а овчарка, с трудом координируя движение, последовала за ним. Она не боялась дверей или новых запахов. Она шла за своим детенышем и не думала о себе. Дорога до клиники была быстрой, но казалась бесконечной. Машина скользила по ночной трассе, и каждый километр напоминал о том, как хрупка жизнь. Щенок лежал закутанный в пленку, дыша то быстрее, то ровнее, когда ему давали капельную воду в капсулах. Мать лежала рядом, не сводя с него глаз, слушая каждый звук, каждое изменение дыхания. Она чувствовала его состояние лучше любого прибора. Сергей сидел впереди, держа на коленях рацию и время от времени бросая взгляд в зеркало заднего вида. В его голове зрели мысли. Он понимал, что эта встреча изменила их всех. Лена, он сам и эта собака с детенышем, каждый из них оказался в одной истории, связанной тонкой нитью судьбы. Его сердце наполнилось странным теплом. Чувство, что он сделал то, что нужно было сделать. Ветеринарная клиника была освещена тусклым ночным светом. Доктор Марина, уставшая после смены, встретила их с тревожным, но профессиональным видом. Она быстро осмотрела щенка. Температура была высокой, дыхание поверхностным, симптомы обезвоживания и слабости. Ее руки были опытными и точными. Она сразу же начала лечение, установила инфузию, подключила кислородную маску и ввела необходимые препараты. Мать-овчарка не ушла ни на шаг. Она смотрела на процесс через стеклянную перегородку, ее морда была близко к стеклу, и она словно читала в глазах врачей надежду. Каждый шорох приборов вызывал в ней напряжение, но она держалась. Сергей и Лена стояли рядом, чувствуя себя одновременно спасителями и наблюдателями за чудом, которое могло и не состояться. Через несколько часов врач сообщила, что состояние щенка ухудшается. Диагноз был тяжелым – обезвоживание, инфекция и перенесенный стресс. Шансы на выздоровление были невысоки, но щенок не сдавался.
Он продолжал бороться, посылая в мир эти маленькие, но решительные импульсы. Доктор Марина объяснила план действий. Усиленная инфузионная терапия, антибиотики и постоянный мониторинг. Но даже профессионал признает, что иногда результат зависит не от таблеток, а от одной простой вещи – любви и присутствия. Сергей остался с матерью у стеклянной перегородки. Он гладил ее по голове, а она в ответ клала морду на его колени. Это была редкая, сильная связь между человеком и животным. Ощущение, что ты не просто помогаешь, ты становишься частью их жизни. Серые часы тянулись, и в каждой минуте жил страх потерять. Мать-овчарка положила свою голову на колени Сергею. Это было жестом доверия и благодарности, так тихим и простым, что слова казались лишними. Сергей гладил ее, шепча успокаивающие слова. «Ты сильная, не бойся, они с тобой». Его голос был хриплым от усталости, но твердым. Он сидел там, пока не стало ясно, что щенок борется, а не сдается. Ветеринары и медсестры работали неустанно, меняя капельницы, регулируя кислород, вводя лекарства. Время от времени они рассказывали Сергею о показателях на мониторе, и он, держась за лапу матери, внимательно слушал. Они не спали, и ночь стала для них испытанием выдержки и надежды. История этой матери и ее щенка началась, возможно, где-то иначе, в другом месте и времени. Но теперь она переплеталась с историями Сергея и Лены. Мать-овчарка боялась потерять своего детеныша. Ее инстинкты подвигли ее прятать щенка, прижимать его к себе, защищать даже от собственной слепоты. Щенок маленький и слабый продолжал бороться, подкармливаемый этим материнским духом. Доктор Марина, присев рядом с Сергеем, сообщила, что есть первые признаки улучшения. Показатели дыхания немного выровнялись, температура немного снизилась. Это была не победа, но знак того, что организм откликается на лечение. Они все стояли у рамки надежды, где каждый вдох означал еще один шаг в сторону жизни. Когда условия позволили, доктор разрешила матери посетить отделение интенсивной терапии. Это разрешение было необычным. Обычно животным не разрешали находиться в палатах со стерильной техникой. Но здесь были гуманность и здравый смысл. Мать-овчарка должна была увидеть щенка, и это могло сыграть решающую роль. Она вошла в помещение медленно и тихо, ориентируясь на запахи и голос Сергея. Ее присутствие было как луч солнца в темной комнате. Щенок, будто услышав знакомый ритм сердца, дал слабый вздох и потянулся к матери. Она легла рядом и осторожно принюхалась, потом положила морду и стала согревать. Этот момент был бесценен. Маленький организм, получивший тепло и материнское присутствие, начал восстанавливаться. К полудню состояние малыша стало значительно лучше. Его дыхание выровнялось, и он начал слушаться приборов. К 3 часам он сделал первый слабый вздох, открыл глаза, и в этот момент все в палате затаили дыхание. Доктор Марина улыбнулась. Это был знак, что тело маленького существа включилось в процесс выздоровления. Она предупредила, что путь еще долг, но теперь шансы на полное восстановление были хорошие. Сергей чувствовал, как в нем растет надежда. Он почти не спал, постоянно находясь рядом. Эти сутки показали ему, насколько быстро меняется жизнь и как одно решение может изменить весь путь. Ночь была короткой. Сергей почти не сомкнул глаз. Он сидел у аппаратов, наблюдая за показателями, глядя, как щенок чуть медленнее дышит, как его грудка поднимается ровнее. Утром щенок был почти в сознании. Он искал взгляд матери и нашел его. Мать, увидев его, вошла в палату и подошла к нему. Щенок тянулся к ней, и их контакт был долгим и теплым. Доктор Марина радостно рапортовала о стабильности.
было принято решение постепенно переводить щенка в обычную палату, когда его состояние окончательно стабилизируется. Щенок начал есть с ложечки. Сначала это были маленькие порции питательного раствора, потом мягкий паштет. Он учился снова дышать полной грудью и принимать пищу. Серые глаза матери светились облегчением. Каждая капля еды означала победу. Доктор сказал, что через пару дней щенка можно будет перевести в обычную палату, где будет больше пространства и спокойствия. Это означало, что шаг за шагом они выходят из критического периода. Когда пришло время, щенка перевели в теплую палату. Мать-овчарка пошла следом и заняла место у двери, словно страж. Она не отрывала глаз от своего детеныша. Сердце Сергея наполнилось теплом. Он увидел, как две жизни, их жизнь и жизнь щенка, соединяются. Лена и Сергей сидели в коридоре и обсуждали будущее. Кто их заберет? Куда пойдут эти животные? Клиника могла предоставить временное пристанище, но постоянный дом им нужен был. Врач Марина пообещала помочь с поиском семьи, как только щенок полностью восстановится. Доктор Марина рассказала, что у клиники есть волонтерская сеть и записи людей, которые готовы взять животных. Однако она предупредила, что нелегко будет найти идеальную семью, особенно для матери и щенка вместе. Сергей почувствовал, как внутри него роится тревога. Он боялся разлуки, потому что видел, как связь между ними была крепка и древняя. Марина, замечая его волнение, улыбнулась и пообещала, что постарается найти дом для обоих вместе. Она объяснила, что иногда люди брали щенков, но не всегда хотели взрослых собак. Она также предложила вариант. Если не удастся найти семью, Сергей мог бы взять их к себе. Эти слова почему-то звучали в его голове все громче. Сергей думал о своей маленькой квартире, о рутине и служебных обязанностях. Он понимал, что взять двоих – это ответственность, но его сердцу было тесно от мысли отпустить их в неизвестность. Он предложил Марине, если не найдется подходящей семьи, он возьмет их к себе. Лена, которая была рядом все эти дни, поддержала его. Сергей почувствовал тепло, которое мало походило на профессиональное удовлетворение. Это было настоящее личное решение. Он осознал, что эта встреча изменила его. И не только его, но и тех, кто был рядом. Когда клиника дала добро, мама и щенок были готовы ехать. Сергей волновался. Он чувствовал, что начинается новая глава. Они выходили из клиники в утреннем свете, на улице было уже светло, и мир казался мягче. Мама осторожно ступала рядом, а щенок, немного теряя уверенность, подходил к Сергею и, как будто чувствуя поддержку, вткнул нос в его ботинок. Этот момент был как знак: новое начало, новая семья. Сергей поднял щенка на руки, ощущая, как его сердце ускоряется. Лена помогла загрузить переноску и последовала вместе с ними до машины. На прощание доктор Марина дала несколько инструкций и обещала приезжать на осмотры. Воздух был свеж и легок. Щенок, почувствовав землю под лапами у нового дома, бросился к Сергею, уткнувшись носом в его ботинок, а затем подпрыгнул и занял место у ног. Мать-овчарка последовала за ним, оглядываясь лишь один раз, словно проверяя, все ли на месте. Она выбрала Сергея, словно отвечая на его решение остаться. Сергей поднял щенка на руки и почувствовал, как внутри все стало на свои места. Это было чувство дома, простое и глубокое. Они прошли к машине, и, садясь в нее, Сергей на секунду задержал взгляд на матери. Ее глаза были светлыми, в них теперь читалась благодарность и что-то похожее на надежду. Дорога обратно была спокойной. Мать-овчарка расположилась на заднем сиденье, и щенок уютно свернулся на руках у Сергея. Лена прощалась, обещая заходить в гости и помогать по мере возможностей. Сергей уже думал о том, как обустроить дом для новой семьи, где поставить миски, где будет спать собака, как организовать прогулки и ветеринарные осмотры.
Он чувствовал, что принял правильное решение. Эта история началась на холодной автостраде и завершилась в уютной машине, в уюже новом доме. Это было не только спасение щенка и матери, это было спасение для всех, кто участвовал в этом чуде. Сергей изменил свою жизнь ради них. Лена дала ту поддержку, без которой все могло бы пойти иначе. А доктор Марина и ее команда сделали невозможное возможным. Их дом стал теплым и шумным. Щенок рос, набирал силы, а мать-овчарка, наконец, перестала дрожать от страха. Она учила его всему, что умела сама, лаять по мере необходимости, быть внимательным к плотности запахов, слушаться команды Сергея. Со временем она начала доверять ему полностью, откликаясь на голос и осторожные прикосновения. Сергей уже не представлял своей жизни без этой пары. Ночью иногда, когда город затихал, он сидел на диване, щенок урчал у него на руках, мать спала у ног, и он думал о том, как одна простая встреча на автостраде перевернула их судьбы. Он знал, что впереди будут трудности, прививки, прогулки, возможно, долгие прогулки и обучение, но теперь у него была семья, необычная, спасенная и благодарная. Прошли месяцы. Щенок вырос сильным и жизнерадостным, а его мать стала не только защитницей, но и нежнейшим компаньоном. Она, прежняя брошенная и слепая, с каждым днем узнавала мир по-новому, доверяя людям, которые подарили ей новый дом. Их прогулки стали привычкой. Ранними утрами Сергей выводил их в парк, где мать осторожно изучала тропинки, а щенок носился, радостно кивая носом в воздух. Иногда Сергей вспоминал о той ночи на трассе, и тогда его сердце наполнялось благодарностью за то, что он был там вовремя, за то, что люди рядом не прошли мимо, за то, что хрупкая нить жизни оказалась крепче, чем казалось. Эта история была о спасении, но еще больше о выборе. Каждый из них сделал выбор. Люди бы помочь, собаки бы довериться. Именно этот выбор соткал новую реальность, где никто не был один. В одном из вечеров, когда солнце садилось мягко и золотило городские крыши, Сергей сидел на веранде и смотрел, как мать-овчарка и ее уже не совсем маленький щенок играют на газоне. Они бежали, прыгали, и в их движениях было что-то почти праздничное. Сергей понял, что их жизнь теперь полна. Полна заботы, радости и, главное, взаимного доверия. Это была не просто история спасения на автостраде. Это была история о том, как одна минутная остановка, одно протянутое человеческое тепло и одна смелая материнская воля могут породить настоящее чудо — возвращение к жизни, к дому и к любви.